Привет! Это Nintendo Switch 2, и если вопрос цены вас не сильно волнует, то она вам точно понравится. Тут новые магнитные джойконы, она стала больше первой версии, но и получила большую диагональ экрана. Тут IPS, конечно, но с разрешением 1080p и частотой 120 Гц. А вот визуально Switch 2 стала очень похожа на Steam Deck. При этом остается очень легкой и по толщине один в один как первая, но с новыми фишками. Джойконы тут работают как мышки, а игры поддерживаются, совсем не уровня Nintendo Switch. Nintendo живет в своем отдельном мире Марио, и для них технически относительно Switch OLED они произвели настоящее чудо. Графика теперь с поддержкой DLSS и трассировкой лучей. Оперативную память увеличили до 12 гигабайт, встроенной памяти теперь 256 гигабайт, а видеовывод поддерживает разрешение до 4К. И, конечно, все это классно, но первое, что вы услышите, это новые динамики. И с ними все вот эти звуки Nintendo, они зазвучали совершенно по-волшебному. Послушайте. Очень круто. На корпусе у нас теперь два порта USB-C, оба они подходят для зарядки, и она вам, поверьте, понадобится чаще, чем было раньше. Поговорим мы про главное, про игры. Старые картриджи к ней подходят, и есть новые красивые красненькие, они несовместимы с прошлыми поколениями. Встроенной памяти 256 гигабайт и есть слот для карт microSD Express до 2 терабайт, и вот это важно, потому что новые игры весят значительно больше. Играть вы будете на экране, который максимально поддерживает нативное разрешение в 1080p и частоту 120 Гц. В среднем игры выдают от 40 до 60 FPS, и это круто, но доступно только в играх с пометкой для Nintendo Switch 2. Если у вас была куплена Зельда на первом свитче, есть апгрейд пак за 10 баксов, чтобы вы получили максимум от нового железа. Многие игры Nintendo, правда, этого не требуют, но практика такая есть. И неважно, игра у вас в физическом или цифровом виде, вам нужен апгрейд пак, или вы можете взять подписку Nintendo Switch Online плюс Expansion Pack. И да, теперь тут такой запас мощности, что в играх на Switch появились режимы производительности и качества. И вот он, Киберпанк на Nintendo Switch. В режиме производительности разрешение до 720p при 40 кадрах в секунду. В режиме качества разрешение до 1080p, но при 30 кадрах. Смотрится игра максимально интересно, Киберпанк, мне кажется, оптимизирует буквально сейчас под все платформы, но и тут отрицать не стоит, все это выглядит очень круто. Есть поддержка DLSS, и все это на свитче, даже трассировка лучей имеется. Правда, весит все это 59,5 гигабайт. Поддерживается и в гейм-моде, когда вы подключаете консоль к телевизору. Тут максимально получите 1080p при 40 кадрах в режиме производительности, а в режиме качества получите также 1080p, но при 30 кадрах. За охлаждение, кстати, отвечает вот эта док-станция с новой системой отвода тепла, и за час игры я не заметил какого-то перегрева или постороннего шума. Выглядит все это круто и вполне себе играбельно. Конечно, можно поприближать, порассматривать, но мы на максимально легкой портативной консоли сейчас играем в Киберпанк. Но это же радует. Не радует тут только автономность. За 60 минут игры в Киберпанк вы отдаете 50% ее заряда в режиме качества. В режиме производительности она жрет немножечко поменьше, 40% ушло. Но в любом случае, вот эта легендарная автономность Nintendo с такими играми, конечно, уходит в прошлое. Но вообще заявлено, что при подключении к телевизору через док-станцию Switch 2 дает нам до 4К при 60 кадрах в секунду с поддержкой HDR. Но Киберпанк, правда, ограничен разрешением 1080p и частотой в 40 кадров. Где же вы можете получить заветные 4К 60 FPS с HDR? В Metroid Prime 4, Fast Fusion, Зельде или в Тони Хоуке. В целом, вообще надо смотреть на поддержку. Вот Hogwarts Legacy. На консоли вы получите 1080p с частотой до 50 кадров в режиме производительности. Ну, это ли несчастье? Hogwarts вообще на старте одна из самых оптимизированных игр, не от Nintendo. Выглядит прям очень круто, можно посравнивать с PlayStation. Вот только посмотрите даже на сравнение с первой Nintendo. Ну, это ли не магия вне Хогвартса? Причем при подключении к телевизору нативное разрешение поднимается до 1440p. С использованием технологий NVIDIA, DLSS и апскейлинга вы вообще получаете до 4К. Это ваш Хогвартс.
с Nintendo на телевизоре в 4К. Хотя апскейл не совсем там все любят, но смотрится-то это бодро, и это прям круто. Слушайте, ну с консолью, если взять ее за официальный прайс там в 37 тысяч, мне кажется, это круто. Но с зарядом 100% Hogwarts Legacy в режиме производительности проработал 2,5 часа, а режим качества разрядил консоль за почти 2. И вот это то, к чему вам теперь надо привыкнуть. Если вы хотите качества, вы хотите тайтлы, вы должны попрощаться со своим аккумулятором. То есть, если раньше мне Nintendo хватало на 6-часовой перелет, то теперь этого, конечно, не будет. Ищите зарядку точно так же, как обладатели Steam Deck. Но, конечно, первый советую взять Welcome Tour за 10 баксов. Игра сделана наподобие Astra Playroom от Sony и знакомит вас с возможностями консоли. Да, это такая инструкция за 10 баксов. Покажет вам, как устроены магниты на джойконах, и тут максимально раскрыт режим мышки. С ним, конечно, и так вам все понятно. Отсоединив каждый джойкон, он сразу превращается в мышь. И это круто как в стратегиях, так и в играх Nintendo. Есть возможность перенастроить любые кнопки под себя, но в целом режим мыши поддерживается практически везде, где есть поддержка Switch 2. И вот никто не ждал, а вышел Fortnite для Switch 2. Видимо, это такой козырь Nintendo, который она до последнего держала в рукаве. Режим производительности тут до 1080p при 120 FPS. И это в портативном-то режиме. Реально выглядит очень круто, играется плавно, и прям вот это действительно уровень. Режим качества в док-режиме выдает 4К при 60 FPS. Так что да, это не байт, это реально так и есть. Конечно, тут вовсю работает DLSS и Ray Tracing. Сам Fortnite, конечно, бесплатный, иди играй. В общем, экран стал больше, графика лучше, автономность меньше, ну а каталог игр теперь включает не только казуальные игры Nintendo, но и прям серьезные тайтлы. Все это, конечно, стоит немало. На старте в районе 60 тысяч рублей, это у нас. Но есть вероятность, что к концу года она упадет до адекватных там 1040. IPS-экран тут, конечно, явно указывает на планы выпустить OLED, ну а игры подорожали в среднем на 10-20 долларов. За вот этот набор игр я отдал вторую стоимость консоли. Это, конечно, не по-христиански. Правда, это и не Марио, а нормальные тайтлы. Но, в общем, если вы фанат Switch, то вам понравится. Я фанат Switch, мне нравится. Если вы не привыкли платить за контент, конечно, берите Steam Deck, разбирайтесь, накатывайте винду, качайте торренты и радуйтесь. Здесь все попроще, ну и, конечно, подороже. Пользуйся!